Всем привет, дорогие мои друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале «Гениально все очень просто». И я нахожусь в Турции. Погода супер, потому я так и одетый, легко, потому что жара. И сегодня я хотел с вами поговорить на тему секта. Что такое секта? Секта – это очень интересное заведение. Почему я решил поговорить на эту тему? Так как мне довелось пожить небольшое время в одном номере с человеком, который в секте. Да, у меня жизнь так всегда кидает, дает новые впечатления для моего обогащения, для моего опыта. И я не боюсь так говорить, потому что благодаря таким людям только тогда я начинаю понимать определенные вещи. Почему они, для чего они. Где есть лево, где есть право. Соответственно, это помогает мне разобраться в себе же, прежде всего. Вот я веду этот блог вроде бы для кого-то, но прежде всего я тоже веду его для себя. Потому что я вижу, как у меня сознание изменяется со временем. И я этого не боюсь говорить. Я не боюсь говорить, что оно у меня постоянное. Что я вот такой и буду до конца своих дней. Нет. Я заметил, что оно меняется постоянно. Когда у тебя двери открыты для новой информации, для новых впечатлений, ты просто пускаешь в мир новую информацию, и ты сам начинаешь меняться благодаря новым опытам, новым впечатлениям. И, как говорят на английском, new experience. И это только обогащает вас, но ни в коем случае не делает вас беднее. Потому что опыт – это самое ценное, что у нас есть в жизни. И сегодня секта. Что этот парень? Что такое секта? Секта – это… Все религии, кстати, это были секты изначальные. Это были небольшие группы людей, которые вырастали в большие учения. Так как христианство, мусульманство, все религии, буддизм, даосизм, фагарийцы, зороастрийцы. Это все были небольшие группы людей, которые дошли к истине, пришли к осознанности и просветлению. И они передавали это учение. Соответственно, уже последователи подгоняли к большим массам людям это учение, это понимание сознания мира прежде всего. Это обычная школа, духовная школа. Любая религия, любая секта – это духовная школа для вашего созревания души. Не больше и не меньше. Это как мы ходим в школу, изучаем математику, химию, физику. Также мы изучаем духовное понимание и осознание мира. Это та же самая школа. Только духовной мы учимся всю жизнь. С первых дней и по последующие дни. Если в обычной школе мы изучили там до 15 лет, то это до конца жизни. Духовное понимание, осознание себя. Кто ты есть на самом деле, какие поступки совершаешь и так далее. Но довелось мне встретиться с человеком из секты. Почему я так называю? Это даже не школа. Потому что эти люди, многие, я не знаю название ее, потому что он этого не сказал. И для меня останется эта загадка. Кто он? Но это не православная, это какая-то. Вот и все. Ну, почему я могу назвать это сектой, а не школой для души? Когда человек в разговоре использует постоянно слово «Иисус», «Иисус», он использовал каждый день это слово, что бы ни было, это Иисус, Иисус меня послал, Иисус меня оставил. Он начал ко всем людям приставать. Иисус, Иисус. Он его сколько раз использовал за день это слово «Иисус», что оно в окружающих людях
я не побоюсь этого слова, оно теряет силу. Потому что он своими действиями не подкрепляет это слово. Это как, знаете, изучать математику, но при этом не уметь читать. 1, 2, 3. А когда он использует это слово и учение, Библия, он этих законов не выполняет. И когда мы с ним разговаривали, я говорю, ну почему ты это не делаешь? Почему ты осуждаешь? Почему ты людей не любишь? Почему ты их не принимаешь такие, какие они есть? И у него не было ответов на это, и он начинался злиться. У него злоба в глазах появлялась, потому что я указываю как раз на те места, в которых он должен преуспевать перед всеми другими остальными людьми, кому он несет учение. Соответственно, зачем это учение, если он его сам не делает? Он сам не исполняет эти там «не осуди», «не сквернословь», не употребляет там алкоголь, вещества всякие. Не осуждай. И он все это делал, что вызывало у меня улыбку, искреннюю. Причем я не осуждаю его, я его принимаю так, какой он есть. И это самое важное для меня было. Для меня это тоже учение. Я его принимаю, я понимаю, что это началась такая игра, в которой меня захватывающий, я наблюдал эти впечатления, как оно проходит, что он следующее вымочит. Он сказал, что у меня дьявол во мне. Я говорю, ну ты, значит, дьявола видел. Я говорю, как он выглядит? И он на каждый вопрос не мог ответить, потому что он был под гипнозом. И он остается под гипнозом. Он уже уехал, его отправили. Я же артист. Я нахожусь на работе сейчас. Это в свободное время я записываю свое видение, свое понимание и осознание мира. Это не секта никакая, это просто мои внутренние переживания и не больше. И вот когда он говорил, использовал слово Иисус, оно теряло силу в его устах. И даже отвержение. Я это поймал в себе, но я относительно человек подготовленный. Но когда слышат другие люди, что я наблюдал взглядом, оно уже как-то отвержение. То есть истинность отвергается благодаря этому человеку, который не соблюдает законов, но постоянно употребляет его имя. Как сказали бы раньше, это, как он сказал, я лукавый, сказал, ну, наверное, в тебе лукавый больше, потому что ты не соблюдаешь ничего, что ты говоришь, ни одного слова. Только ходишь и вызываешь негодование у других людей, непонимание. Меня Иисус направил, Он говорил такие слова. Он мне сказал сделать то, мне сказал то, и Он к каждому человеку подходил. Что этим побуждал негативное ощущение к себе, соответственно, и к тем словам, которые Он говорил, у других людей. Люди Его начинали бояться. И я для себя сделал небольшой такой вывод, что эти люди, они как вирус для учения. Любая религия – это учение для души, каждому человеку, нравственности. Он должен в течение жизни научиться нравственности, культуре, уважению других людей и принятию других людей, но не осуждению их. Для этого дана религия любая, любой нации, любой стране, земле даже, чтобы души созревали в телах. Соответственно, чтобы люди занимались собой, не угнетали себя, занимались спортом. Для этого и в тела мы приходим, чтобы мы сталкивались с другими людьми в течение жизни, в течение дня. И мы могли использовать эти правила, которыми нас обучают, эти духовные писания все. Но прежде всего, если даже не духовные писания, это совесть. У вас, в каждом человеке есть совесть.
И она наилучший указатель, как поступать вам в жизни, каждому человеку, и мне в том числе. И вот все заповеди, которые он рассказывал, я говорю, ты же их не исполняешь. Ни одной из них. Ты все делаешь наоборот, как вот, говорят, лукавый. То есть ты вот уподобляешься ему. И он очень злился на эти слова. Он говорил, как? Он говорит, все, я попрошусь перейти в другие апартаменты. Но у меня было спокойствие и понимание его. Причем ни капельки не осуждения. Я вижу, как человек сам в себе запутался. Прежде всего, его слова не соответствуют его действиям в физическом теле. В мозгу, может быть, он святой, и пророк, там, неважно, кого он возомнил в себе. Но на действиях этого нету. Это очень важно, то, что мы говорим, и вводить в жизнь. Если мы говорим за любовь, ее надо делать к людям, а не говорить за нее. Если мы говорим за счастье, мы должны это счастье создавать для другого, для себя. Если мы говорим за уважение, мы должны это уважение проявлять к другим людям и к себе, к своему телу, которое нам дано, чтобы оно не болело, чтобы мы не пичкали его чем попало, чтобы мы его не уничтожали, а следили, чтобы оно нам помогало в течение жизни. Вот сектанты, а это вирус. В духовной школе это вирус. Их зомбируют специально, чтобы они как дестроят. Но я не могу назвать, что это плохо. Для верующих людей это даже полезно. Потому что такие люди, они, как знаете, у него должен включиться антивирус. То есть благодаря вот таким вирусам, которые приходят, такие как сектанты люди, которые не соответствуют ни словам, ни действиям, которые полностью, используя имя Иисуса, они разрушают его силу, они его превращают в какие-то очень неприятные ощущения, когда он использует это слово постоянно. В каждом слове, что он не делает, он использует его слово. И оно теряет силу. Я смотрю, думаю, елки-палки. Для меня это слово очень важное. И даже если он был, не был, те писания, которые от его слов написаны, этого достаточно. Потому что это истинные писания, это истинные притчи, чему должен научиться каждый человек в течение жизни. И жить по этому. Почему? Это разумно будет просто. Это разумно будет для вас, прежде всего. Для каждого. Я лично так живу. Я не боюсь этого говорить. Я молод. Я занимаюсь спортом, но я не боюсь сказать, что я не осуждаю. Если даже когда приходит, я это стараюсь над собой работать. Все, о чем он говорил, я говорю, я это стараюсь воплотить в своей жизни. Но по тебе это не видно. Его это очень злило. Потому что он сам, когда смотрит на себя, он понимает, что он действительно этому не соответствует. Но в мозгах он хочет этому соответствовать. И благодаря таким людям моя личная вера только укрепляется. Потому что они как вирус посылаются, и ты должен с этим вирусом поиграть, побороться, посмотреть, как он тебя задевает, куда он тянется, чего он хочет. Соответственно, для верующего человека это даже полезно. Но верующего опять, это как? Человек, который соблюдает просто человеческие, нормальные законы существования среди людей. И не больше. Тут нет ничего сверхъестественного, того, чего ненормально для человека. Не осуждать. Если кто-то оступился, дайте возможность человеку ошибиться. Не надо осуждать сразу. Дайте ему ошибиться, пусть ошибится. Потому что вы тоже все ошибаетесь. И если к вам будут относиться так же само снисходительно, вы сами это все поймете, что это нормально ошибаться. И не осуждать это тоже нормально. И не судить никого, это тоже нормально. А дать терпение, что все устаканилось. Вот даже как с этим парнем,
Он уехал, воля судьбы так сложилась, он сам себе накопал яму, и он просто уехал с работы. Сам себе вырыл. Но я знал, что он уедет, я заранее сказал, что он уедет. И я этого не хотел. Это так, как знаете, человек заболевает, потом как вирус пришел, он укрепил во мне определенные познания, через него я себя видел. Что нельзя быть заносчивым. Это не красиво, это глупо. Я через него смотрел на себя. И оно всем не надо, то, что я, например, сейчас говорю. Я знаю, что определенные люди, это кто понимает, кто хочет более нравственную жизнь свою сделать и соответствовать и обществу, и духовному, и сознанию физическому, он понимает меня. Но кому это не надо, я не навязываю, чтобы он это смотрел. Я не навязываю, это истинность. Я не претендую на истинность. Это мой внутренний мир, который я делюсь с вами. И надеюсь, многие из вас, кто это увидит, поймет и разделит эту радость и понимание нашей прекрасной жизни. Секты, не бойтесь их. Самое важное, чтобы те люди, которые говорят слова, чтобы ихние слова соответствовали ихним действиям. Если ихние слова не соответствуют ихним действиям, никакую ни веру, ни религию, ничего они не несут. Это просто, как я называю, низкочастотные шалунишки, которые, наоборот, укрепляют верующих людей. Спасибо, что были со мной. Хорошего дня, настроения, теплой, светлой погоды. Привет, солнечной Анталии. Всем счастливо. Пока.